Может быть, вы даже вспомните эти родительские установки, когда нам говорили родители, там, например, запрещали что-то делать, не плакать, не плачь, не кричи, там, да, ты очень громко это делаешь, там, не нужно, что сейчас раскричался, ты же мальчик, это если мальчикам, да, касаемо мальчиков, прям запреты такие ставятся на проявление каких-то чувств. А на самом деле, что потом происходит? А происходит следующее. Наступает как раз момент, когда человек, который привык к тому, что он все время подавляет свои чувства, подавляет свои эмоции, он становится просто фобиком. В один прекрасный момент его накрывает. И самое интересное, что знаете, кого больше всего накрывают вот эти вот фобии, панические атаки, депрессии? Вот, как вы считаете, кого больше всего накрывает? Каких людей? Мужчин, так. А еще? Успешных. Тех, которые, знаете, суперконтролирующие. Потому что на самом деле вот им кажется, что вот сейчас, если я все сейчас смогу сконтролировать, у меня все под контролем, да. Но есть самая важная такая истина, что на самом деле избыточный контроль приводит к полной его потере. И тогда у человека наступает вот эта паника, он начинает понимать, что он не может справиться, и в результате потом уже как бы на это накладывается еще депрессивное его состояние. Вот, и человек просто становится, ну просто это отравляет его жизнь полностью, он не может ничего не делать, не двигаться вперед, он становится неуспешным. Да? И стало быть, конечно, таким людям нужно помогать. Я хочу сразу сказать, что на самом деле по статистике у детей где-то до лет, ну, может быть, там, до препубертата, будем так говорить, теперь уже, да, раньше считалось, что там лет до 12 у них не возникает, кстати говоря, панических атак. То есть у них нет вот таких прям сильных фобий, ну, как правило, да, то есть они не подвержены депрессии. Но сейчас уже все пересматривается, на самом деле, и возраст, вы знаете, да, уже пубертат у нас это не 12 лет, а уже гораздо раньше, потому что по статистике сейчас уже где-то, начиная там с 9-10 лет, девочки и мальчики входят вот в этот период. И на самом деле очень многих девочек уже возникают гормональные изменения, а это мы говорим пубертат, это же гормональные еще изменения, да, в 9,5 лет, в 10 лет у девочек начинается менструация. И девочки сейчас в 10-летнем возрасте выглядят совершенно по-другому. Поэтому и помолодели панические атаки, и помолодели различного рода депрессии. То есть потому что это связано еще, ну, с этим темпом, с этим ритмом жизни нашим, да, ну и с изменениями, в том числе в гормональном фоне в нашем. Все зависит от питания, от того, что, в какой среде мы находимся. А жизнь наша такая скоротечная, да, и очень интенсивна, и наполнена она различного рода событиями. И это, конечно, не может не отложиться на работе нашего головного мозга. Ну, понятно, да, и головного мозга наших детей.